Сначала человек должен просто понять, что он без всякой необходимости подчинен тысяче мелких, но утомительных законов, созданных для него другими людьми и им самим. Когда он попробует освободиться от них, он увидит, что не может этого сделать. Долгие и упорные попытки добиться свободы убедят его в том, что он пребывает в рабстве. Законы, которым подвластен человек, можно изучить лишь в борьбе с ними, в попытках освободиться от них. Но для того, чтобы освободиться от одного закона, не создавая на его месте другого, нужно много знаний. Порядки законов и их формы изменяются в соответствии с точкой зрения нашего подхода к лучу творения. В нашей системе конец луча творения, так сказать, растущий кончик ветви, это Луна. Энергия для его роста, то есть для развития Луны и формирования новых ее отпрысков, идет на Луну с Земли, где она создается объединенными действиями Солнца, всех других планет Солнечной системы и самой Земли. Эта энергия собирается и сохраняется в гигантском аккумуляторе, расположенном на поверхности Земли, каковым является органическая жизнь на Земле. Органическая жизнь на Земле питает Луну. Все живое на Земле, люди, животные, растения, служат пищей для Луны. Луна — это огромное живое существо, которое питается всем, что живет и растет на Земле. Луна не могла бы существовать без органической жизни на Земле, равно как и органическая жизнь на Земле не могла бы существовать без Луны. Более того, по отношению к органической жизни на Земле, Луна представляет собой гигантский электромагнит. Если бы действие этого электромагнита внезапно прекратилось, органическая жизнь рассыпалась бы в прах. Процесс роста и разогревания Луны связан с жизнью и смертью на Земле. Все живое в момент своей смерти высвобождает определенное количество энергии, придававшей ему одушевленность. Эта энергия, или души всех живых существ, растений, животных и людей, притягивается к Луне как бы гигантским электромагнитом и доставляет ей теплоту и жизнь, от которых зависит ее рост, то есть рост луча творения. В хозяйстве Вселенной ничто не теряется, и некоторая энергия, завершив свою работу на одном плане, переходит на другой. Души, которые направляются на Луну, обладая, возможно, каким-то количеством сознания и памяти, пребывают там под властью 96 законов, в условиях жизни минерала, иначе говоря, в таких условиях, откуда нет спасения другими средствами, кроме общего хода эволюции в течение неизмеримо долгих планетарных циклов. Луна находится на краю, в конце мира. Это тьма внешняя христианского учения, где будет плач и скрежет зубов. Влияние Луны на жизнь в целом проявляется во всем, что происходит на Земле. Луна — это главная, вернее, ближайшая и непосредственная движущая сила всего, что случается в органической жизни на Земле. Все движения, действия и проявления людей, животных и растений зависят от Луны и ей подчинены. Чувствительная пленка органической жизни, покрывающая земной шар, целиком зависит от огромного электромагнита, который высасывает из нее жизненную силу. Человек, как и всякое иное живое существо, не может в обычных условиях жизни оторваться от Луны. Все его движения и, следовательно, все действия совершаются под контролем Луны. Если он убивает другого человека, это делает Луна. Если он убивает себя, приносит себя в жертву ради других, это также делает Луна. Все дурные дела, все преступления, все поступки самопожертвования и героические подвиги, равно как и все действия повседневной жизни, пребывают под властью Луны. Освобождение, которое приходит вместе с ростом умственных сил и способностей, есть освобождение от Луны. Механическая часть нашей жизни зависит от Луны и подчинена ей. Если мы разовьем в себе сознание и волю, подчинив им нашу механическую жизнь и все наши механические проявления, мы выйдем из-под власти Луны. Следующая идея, которую необходимо усвоить, это материальность Вселенной в форме луча творения. В этой Вселенной можно взвесить и измерить. Абсолютное так же материально, как Луна и человек. Если абсолютное — это Бог, значит и Бога можно взвесить и измерить, разложить на составные элементы, вычислить и выразить в виде определенной формулы. Однако понятие материальности также относительно, как и все прочее.
Если мы вспомним, как понятие «человек» и все, что к нему относится, добро, зло, правда, ложь и тому подобное, распадается на разные категории, такие как «человек номер один», «человек номер два» и так далее, нам легко будет уяснить, что понятие «мир» и все, что к нему относится, также распадается на разные категории, рост луча творения. В мире 7 плоскостей, 7 миров, расположенных один в другом. Все, что относится к миру, также распадается на 7 категорий, одна внутри другой. Материальность абсолютного – это материальность иного порядка по сравнению с материальностью всех миров, а материальность всех миров – иного порядка, нежели материальность всех сальцов. Материальность всех сальцов по своему порядку отличается от материальности нашего Солнца, а материальность нашего Солнца иного порядка, нежели материальность всех планет. Материальность всех планет по своему порядку отличается от материальности нашей Земли, а материальность Земли иного порядка, нежели материальность Луны. Сначала эта идея трудно уяснить. Люди привыкли думать, что материя везде одна и та же. Вся физика, астрономия, химия, такие методы, как спектральный анализ, исходят из этого предположения. И оно верно. Материя везде одна и та же, но материальность различна. А разные степени материальности непосредственно зависят от свойств и качеств энергии, проявляющейся в данном пункте. Материя или субстанция с необходимостью предполагает существование силы или энергии. Это не означает неизбежности дуалистической концепции Вселенной. Понятия материи и силы также относительны, как и все прочее. В абсолютном, где все находится в единстве, материя и сила также едины. Но в этом аспекте материя и сила берутся не как реальные принципы самого мира, а как свойства или характерные признаки того, что мы наблюдаем в виде феноменов. Для начала изучения Вселенной достаточно обладать элементарной идеей материи и энергии, такой, какую нам дает непосредственное наблюдение при помощи органов чувств. Постоянное принимается за материальное, за материю, а изменения в состоянии этого постоянного или материи называются вибрациями или волновыми движениями, которые начинаются в центре, то есть в абсолютном, и идут во все направления, пересекаясь между собой, сливаясь и поглощаясь одно другим, пока не остановятся полностью в конце луча творения. Следовательно, с этой точки зрения мир состоит из вибраций и материи, или материи в состоянии вибраций, вибрирующей материи. Скорость вибраций обратно пропорциональна плотности материи. Наиболее быстро вибрации в абсолютном, в следующем мире они медленнее, а материя там плотнее. И далее материя становится все более плотной, а вибрации все медленнее. Материю можно считать состоящей из атомов. Атомы в этой связи также принимаются как результаты конечного деления материи. В начально-позднейших плоскостях они представляют собой некоторые малые частицы материи, неделимые только на данной плоскости. Лишь атомы абсолютного по-настоящему неделимы. Атомы следующего плана, то есть мира 3, состоят из 3 атомов абсолютного. Иначе говоря, они в 3 раза больше и в 3 раза тяжелее, а их мощности медленнее. Атом мира 60 состоит из 6 атомов абсолютного, как бы слившихся вместе и образовавших один атом. Его движение медленнее. Атом мира 96 имеет огромные размеры по сравнению с атомом мира 1. Его движение медленнее, а материя, состоящая из таких атомов, плотнее. 7 миров луча творения — это 7 разрядов материальности. Материальность Луны иная, чем материальность Земли. Материальность Земли отлична от материальности мира планет, а материальность мира планет иная по сравнению с материальностью Солнца. Значит, вместо одного понятия материи у нас есть 7 родов материи, но наше обычное понимание материальности с большим трудом схватывает материальность миров 48 и 96. Материя мира 24 уже чрезвычайно разрежена, чтобы считать ее материей с точки зрения физики и химии. На практике такая материя гипотетическая. Еще более тонкая материя мира 12 вообще лишена признаков материальности для обычных методов исследования. Все эти виды материи, принадлежащие к разным порядкам Вселенной, не отделены в виде слоев, но перемешаны, точнее взаимопроникают друг в друга.
Мы можем получить лучшее представление о таком взаимопроникновении материи разной глотности на примерах известных нам примеров проникновения материи одного вида в другой вид. Так, кусок дерева может быть пропичен водой, а вода, в свою очередь, насыщена газом. Такое же соотношение между разными видами материи можно наблюдать во всей Вселенной. Более тонкие виды материи проникают в более грубые. Материя, которая обладает постигаемыми нами признаками материальности, делится на несколько состояний, которые соответствуют ее плотности. Твердая, жидкая, газообразная, есть и дальние градации материи, лучевая энергия, то есть электричество, свет, магнетизм и тому подобное. Но на каждом плане, то есть на каждом порядке материальности, можно найти сходные соотношения и подразделения разных состояний данной материи. Причем, как уже говорилось, материя с более высокого плана совсем не является материальной на низших плоскостях. Вся окружающая нас мировая материя, пища, которую мы едим, вода, которую пьем, воздух, которым дышим, камни, из которых построены наши дома, наши собственные тела — все это пронизано разными видами материи, существующей во Вселенной. Нет необходимости изучать или исследовать Солнце, чтобы обнаружить материю солнечного мира. Эта материя находится в нас самих, будучи результатом деления наших собственных атомов. Точно так же в нас пребывает материальная среда всех иных миров. Человек представляет собой миниатюрную Вселенную в полном смысле этого слова. В нем наличествуют все виды материи, из которых состоит Вселенная. Действуют те же силы, те же законы, что управляют жизнью во Вселенной. Поэтому, изучая человека, мы можем изучить весь мир, а изучая мир, можем изучить человека. Но провести полную параллель между человеком и миром можно лишь в том случае, если мы возьмем человека в полном смысле этого слова, то есть такого человека, у которого развиты все присущие ему силы. Неразвитого человека, который не завершил своей эволюции, нельзя считать полной картиной мира. Он является собой лишь образ незаконченного мира. Как уже говорилось, изучение самого себя должно идти рука об руку с изучением основного закона Вселенной. Все эти законы одинаковы всюду и на всех плоскостях. Однако, когда одни и те же законы проявляются в разных мирах, то есть при разных условиях, они производят неодинаковые явления. Изучение отношения законов к плоскостям, на которых они проявляются, приводит нас к пониманию относительности. Идея относительности занимает в этом учении весьма важное место, и позднее мы к ней еще вернемся. Но прежде всего нужно понять относительность каждой вещи и каждого проявления в зависимости от места, занимаемого в космическом порядке. Мы находимся на Земле и целиком зависим от тех законов, которые действуют на Земле. С космической точки зрения, Земля очень плохое место, подобно отдаленным местам Северной Сибири. Здесь далеко от остального мира, холодно, очень тяжелая жизнь. Все, что в другом месте приходит само собой или приобретается с легкостью, здесь достигается упорным трудом, приходится бороться за все, как в жизни, так и в работе. И если в жизни иногда случается, что человек получает наследство и потом живет ничего не делая, то в работе такие вещи не происходят. Там все равны, и все одинаково нищие.